Блинчики из баклажана. Какие только разновидности блинов мы с вами только не готовили. Конечно же, корейских блинов. Все их вы можете найти в плейлисте про закуски. Сегодня же у нас блины из баклажана. И потребуется нам 2 баклажана среднего размера, которые мы, конечно же, должны сначала помыть, а также 2 красных перца чили и 2 зеленых перца чили. Острые не любите, не едите, пропустите это. Теперь, что мы должны сделать? Нарезать баклажан кусками в 5 мм. Вот, посмотрите, пожалуйста, на толщину. Затем перцы чили мы нарезаем мелкими кусками, относительно мелкими. Вот посмотрите, как я нарезаю. Сначала вдоль, затем еще раз поперек. В общем, крестообразно надрезаю его и затем нарезаю на мелкие куски. Как красный, так и зеленый перец, они нарезаются одинаково. Почему используются и красный, и зеленый? Для того, чтобы было красиво, для цвета. Теперь в нарезанные баклажаны мы добавляем соль, пол чайной ложки и должны будем хорошенько их вот так вот встряхнуть. Если не можете или не хотите встряхивать, то можно и просто перемешать их. Затем нам потребуется 3 яйца. Эти яйца мы разбиваем в какую-нибудь глубокую емкость, удобную для перемешивания. Затем добавляем туда немного соли по вкусу, не очень много, потому что все равно мы потом будем подавать это блюдо с соевым соусом, который уже имеет сам по себе соленость. Для диппинга будет соевый соус у нас. И в яйца мы закладываем прежде нарезанный зеленый и красный перец чили. И так хорошенько перемешиваем, чтобы они так равномерно распределились по всей яичной массе. Теперь какой-нибудь мерный стаканчик, у меня вот 110 грамм, такой маленький стаканчик, и также нам потребуется пластиковый пакет чистый. Мы будем использовать с вами муку, которая нам потребуется в объеме полстакана, это где-то в данном случае 55 грамм. Засыпаем это в пластиковый пакет. И также потребуется крахмал. Это может быть кукурузный крахмал или картофельный крахмал, это не важно. Полстакана, около 55 грамм, то есть 1 к 1, туда же в пакет. И все это хорошенько между собой перемешиваем. Соль, опять же, добавлять туда не надо, потому что мы будем подавать блюдо с соевым соусом. Если соевый соус не будете подавать, тогда добавьте немного соли. И за это время у нас на баклажанах появилась влага. Это очень хорошо, это поможет прилипнуть к нему муке и крахмалу. Мы закладываем баклажаны в пакет, завязываем пакет, чтобы ничего не высыпалось, и хорошенько все это трясем, чтобы все имеющиеся баклажаны покрылись у нас мукой. И вот что мы, собственно, с вами должны получить. Как вы видите, они все ею покрыты. Теперь мы можем приступать уже непосредственно к жарке. Все подготовили, рядышком поставили, нагреваем сковороду и наливаем растительное масло для жарки. Можно подсолнечное, я использую рапсовое масло, чем, кстати, этим маслом я очень довольна. И начинаем готовить блинчики к обжарке. Мы баклажаны, обваленные в муке и крахмале, закладываем в яичную массу. Хорошенько их туда погружаем, чтобы все они покрылись яичной массой. И затем на нагретое масло, обязательно масло должно быть уже нагретое, иначе баклажаны просто начнут его впитывать. На нагретое масло мы выкладываем подготовленные блинчики. И теперь для красоты мы берем немного яичной массы на ложку, и главное, чтобы там было несколько зеленых и красных кусочков перца чили. И сверху вот так вот красиво наливаем на каждый из блинчиков. Потом, когда мы перевернем, они зафиксируются, и все будет выглядеть очень красиво и разноцветно. Повторяем всю эту процедуру со всей оставшейся частью баклажана. Когда блинчики с одной стороны прихватятся, мы переворачиваем их на другую сторону. Блины мы жарим на среднем огне. Нам нужно, чтобы они не подгорели, а чтобы они еще ко всему прочему и пропеклись внутри. Вы можете в процессе жарки несколько раз переворачивать блинчики
для именно этой цели, чтобы они не подгорели и успели пропечься внутри. Затем, когда блинчики уже готовы, когда они прихватились с обоих сторон и пропеклись внутри, вы можете один из них надрезать и посмотреть. Мы подготавливаем кухонное бумажное полотенце, кладем его на какую-нибудь тарелку и на него выкладываем пожаренные блинчики. Это нужно для того, чтобы кухонное бумажное полотенце впитало в себя излишки масла с блинов. И после этого нам остается только красиво это засервировать. Тут уже дело вашей фантазии, как это подавать. И, как я и говорила, это блюдо подается с соевым соусом для диппинга. Приятного аппетита! Выглядит очень красиво, очень разноцветно. Блинчики это, конечно, не сами по себе главное блюдо, они подаются на закуску к основному блюду и, конечно же, к отваренному рису. Лайкайте, подписывайтесь, поделитесь этим видео с тем, кому это может быть интересно, и приятного вам аппетита!